Всем привет, это средневековая династия, это Soul Games, и мы продолжаем. И у меня появилось новое задание. Именно новое задание короля. Это особые задачи, поставленные самим королем. Когда приходит время, вестник прибудет в любую из таверн, либо в Гастове, Горницу или Изерице. На компасе появится специальный значок. Разговор с ним позволяет вам выбрать, хотите ли вы принять одно из испытаний, либо не хотите. Это испытание не является обязательным, но значительно повысит репутацию и будет большая награда. Помимо значительного вознаграждения и повышения династии, также можете укрепить отношения с королем. Но нужно быть осторожным, неудача приведет к равносильному наказанию, да? Ну вот как-то так. Вот он, этот гонец, Делимир. И чего он хочет-то? Значит, варианты. Сколько лет королю? Вы знаете. Вы случайно не знаете, что думает обо мне король? Ну, ладно, чего хочет король? Король проведет большую свадебную церемонию для членов своей семьи. Он просит всех своих подданных предоставить монеты для этого престижного мероприятия. Но что делать? Будем собирать монеты сами, конечно. Хорошо, спасибо вам. Замечательно, я буду ждать вашей доставки. Если вы не хотите тащить ее сюда, помните, вы всегда можете оставить свои вещи в хранилище, если он, конечно, есть. И рассказать об этом мне. Я заберу позже. Хорошо, ладно. Ну, чего нам надо? Нам нужно посмотреть. Отслеживать квест, да? Значит, 300 репутация династии и 1500 монет мне нужно этому товарищу предоставить. Сколько у меня монет? Сколько у меня монет? Монетов у меня... чуть-чуть, в принципе, не хватает. Ладно, мы сейчас тут немножко в банкомат зайдем. Покажи мне свои товары и что-нибудь продадим. Деревянный молоток. Продадим. 54. Так, что у меня еще есть? Сапоги. Продаем. Ресурсов нема. Гриб-зонтик. Да, не густо, 1200. Надо что-то еще такое продать. Что я могу продать? Деревянная мотыга. Тоже не спасет гиганта мысли. Ладно, предлагаю пойти на охоту. А потом в дальнейшем попродавать мясо, шкуру и мех. Тут же в этой деревне. Да, в принципе, в этой деревне можно не продавать. Можно будет потом вернуться к жене и попросить ее отнести эти деньги вестнику. Тем самым выполнить задание и получить 300 репутации династии. Но у меня, в принципе, и так более чем. Так, налоги, репутация 14848. Лимит строительства 65, построено 17. Работников 10, население 14. Ладно, сделаем. Лишним не будет, может быть, там с королем буду, Вась-Вась. Может, потом меня куда-нибудь поставить на высокую должность. Хотя нафиг она мне надо? Не так хорошо. Короче, нужны деньги. Нужны деньги. На палках, бревнах особо не заработаешь. Попробуем на охоте. Так, примерно что у нас? Ленсика, да? Можно пройти до Ленсики, там потом продать, вернуться домой и пообщаться с женой. Мне, в принципе-то, надо 300 монет-то. Всего лишь. Не таки много. Ленсика, да. Все правильно. Идем правильно. Вот, пожалуйста, впереди зубр. Ну, что-то как-то не хочется мне с зубром связываться.
Ага, кто кричал? Кто кричал? Кто тут? О, ты смотри, лиса. Лиса и... А это кто? Рысь. Да что ж такое-то? Не могу попасть. Вроде не пил. Куда пошел? Куда ты пошел? Ну да. Прощелкал вспышку. Вообще пора бы построить торговую лавку и на этом зарабатывать. Скажем так, пассивный заработок. Но у меня пока нету ресурсов, которые можно продавать безболезненно. А это уже потом, попозже. Так, а здесь что у нас? Разбитая телега. Соломенная шляпа, медный серп. Чё еще? Все? Не густо. Так, а я же шел в Ленсику, да? Ладно, в принципе, можно по пути зайти до Деники, а потом убрать где-то здесь у меня одно поле, которое лишнее, которое мне мешается. Я еще за него плачу, кстати. За этот кусочек поля, на котором ничего не растет. Не пойдет. А ты кито? Жайчик? Жайчик. Да с тебя делов-то не будет. Надо что-то посерьезнее продать. У меня там много слитков, которые сейчас пока что не нужны. Я, наверное, их и продам. Давай забежим в деревню. Возьмем слитки. В соседней деревне продадим. Кстати, давно не видел бандитов. Как-то аж прям не понял. 4 гнили и деревянная чашка. Ну ладно, возьмем. Все в хозяйстве пригодится. Где моя деревня? Где мой дом родной? Где-то тут за бугром. Ага, вон она. Вижу. Сейчас мы решим эту проблему быстренько. Этот вопрос мы решим. Кстати, я построил еще одно поле. Запланировал. А что-то эта дама не хочет работать. Я в прошлый раз сказал, что у меня лук есть. Мы его съели. А у меня, кажется, лука-то и не было. Точнее, он был, но посажен не был. Вот, а мы что тут стоим? Что-то ты мне не нравишься, дама. Ты что-то... Так, давай смотреть на тебя поближе. Ты занимаешься у нас кем? Земледелец. А вот как раз таки ты и должна, да? Ты должна этим делом заниматься. Почему ты не занимаешься? Что тебе мешает? Сельское хозяйство, амбар, подробнее. Так, нет материалов. Нет материалов. А что тебе нет материалов? Работник амбара, мотыга, серп и сумка. Так, а может быть тебе сумки нету? Ну, в любом случае, ты же должна была пахать хотя бы. А, и так продолжает стоять, тут спряталась. Вот человек работает. Надо на склад положить серп, который я только что нашел. Пригодится. Так, пацан, привет. Смотри, что я тебе нашел. Сморчок он мне нашел. Круто, спасибо. Каждый раз он мне что-то находит. Прям добытчик. Так, что у меня тут? Сморчок. Сморчок и гниль, все, пошел. Пошел туда. Деревянная чашка на склад. И. Так, а сумка у них есть? Сумка, обычный мешок. Есть такое дело, да?
Кстати, скоро будут проблемы с водой, потому что Анька у нас беременная. Анька беременная, и ее нужно кем-то заменить. Иначе будет плохо. Будет плохо. Так, я, наверное, все вот эти вот пивные бутылки. Что они тут валяются? Винная бутылка. Я же пока этим не занимаюсь, когда займусь виноделием. Вот перо можно продать. Так, ржаное, семена лука есть у нее, кстати. Солома, удобрение, шерсть. Шерстяная нить, шерстяная ткань. Ну, можно, в принципе, продать, но пока оставим. Удобрение есть, сумка есть. А что она тогда стоит? Значит, получается, что лук зимой не садят, а садят зимой морковь. Сколько я помню, но почему ты не работаешь? Может, у тебя мотыги нету, а? Нет, надо разобраться. Вот идем в амбар. Нет? Подробнее. Нет материалов. Каких материалов нету? Удобрения нету. Удобрения нету. Это для удобрения нет материалов, но нас интересует лук, почему она не работает. Да, и нужно будет поставить, наверное, на... Так, а ты кто такой? Армар. Это ребенок у нас появился, да? У нас появился один ребенок, у нас Олег это наследник, и Армар это ребенок. Это у нас Юлька, что ли, родила? Ну-ка. Ну-ка, посмотрим. Где Юлька живет? Юлька, ты не здесь живешь? То я забыл, где живет Юлька. Вот она, Юлька, да? Юлька. А вот у тебя этот Кальмар родился, короче. Так, все с тобой ясно. Значит, получается следующее. Пока человек, жительница беременная, да, пока она не родила, она продолжает, худо-бедно, она продолжает работать и ходить на свое рабочее место. Когда ребенок родится, до достижения ребенка, и пока он не станет ходить, она сидит дома, соответственно, не работает. Вот как. Разобрались. Значит, что с водой? С водой у нас беда. Значит, нужно кого-то назначить на ее должность. Значит, у меня в мастерской в амбаре 2 человека, охотничий домик 1, добыча, дровяной сарай, шалаш землекопов. Кто у нас там? Пизимир, шахтер. У него... Мы его, наверное, убираем, да? И в колодец его назначаем. Пизимир, иди будешь таскать воду, будешь водоносом. Вот. Так, дальше. Охотничий домик. Вот появилось то, о чем я говорил. Молоточек. Нет инструмента, нет ножа. Так, нет ножа. А почему у нас нет ножа? Ножи должен делать кузнец. А кузнец их не делает. А почему он их не делает? Вопрос. Да? Каменный нож, нет материала, у нас не хватает веток. Все, понятно. Ветки у нас носят дровосек. Ветки. Значит, дрова остаются, доски уменьшаем, да, до 5, а ветки до 15. Поскольку ветки один необходимый материал для инструментов. И вот как-то так. А пока они таскают ветки, мы им немного поможем.
подсобирать веток. Вот так вот. Зашел за ресурсами и застрял. Ну, как всегда. Так, кузнец, держи ветки. Ветки. Занимайся. 17 веток, я думаю, тебе хватит. Все, проверяем. Значит, кузница. Подробней. Каменный нож. Все, материалы все есть. Вот, все, хорошо. Потом надо посмотреть, охотничий домик, появился ли необходимый инструмент. Так, вот он пришел. Пизимир. Пизимир, ну, короче, этот самый, Псемер, Петька. Вот. Он занимается водоносцем. Добычей воды. Так, а почему ты не копаешь, не пашешь поле? Ты зимой не пашешь, земля замерзла, да? Ты будешь вот это вот стоять так? Меня как-то не устраивает, что ты здесь стоишь. А мы пока пойдем продадим те ресурсы, которые я взял в амбаре, в складе. Продать, выручить денежек. Да, кстати, вот эту тропинку надо редактировать. Угу. И отправить ее, направить куда-нибудь сюда. Ну, откуда-то вот отсюда. Так. Сделать сразу-то потом забуду. Будет не по фэншую. А, ну да, вот же она. Вот так вот, да? Ну, более-менее на что-то похоже. Так, идем в деревню соседнюю. Она тут недалеко. Мне вот тут не нравится. Вот тут мне что-то не нравится. Вот так вот больше похоже на тропинку. Так, и дальше у меня еще есть одно задание. Продолжение сюжетной линии. Разговор с Алвином. В прошлый раз общение с ним закончилось стрельбой из лука. Мы построили мишень. Я вам показал, как стрелять. Сейчас, видимо, будет опять соревнование. А что делать? Придется проходить. Так, пришли в деревню. И смотрим, кто у нас что-нибудь продает. Ну, кстати, тут новые. Рох. А чё ты? А кто ты? Земледелец. Добытчик, короче. А ты охотница. Ладно, потом попозже подойдем. Матильда, покажи мне свои товары. Не показывай, я тебе буду продавать. Сейчас бронзовый слиток. Продаем. Есть. Медная руда. Продаем. Медный слиток продаем. Оловянная руда. Продаем. Оловянный слиток продаем. Перо. Вот так вот. Продаем. А, уже 1800 хватает. Пивная бутылка, шерсть и винная бутылка. Все.
В принципе, можно бежать обратно, а говорить жене, чтобы она отнесла деньги этому послу, верно подданному короля. Да, все правильно, идем. Вообще надо будет заняться, наверное, вопросом животноводства. В первую очередь нужны будут свиньи для навоза. А навоз в дальнейшем будет перерабатываться в удобрения. Удобрения пригодятся для полей. Ну, пока особой необходимости нету, больше меня интересует лошадь. Поскольку бегать вот это вот. Ну, какая у меня уже деревня. Прям как настоящая. Побежали, побежали. Вот так вот она до сих пор это поле и не обработала. Ну ладно, ждем весны. По идее, она должна была уже посадить морковь. Он удобрила. А, может быть, у нее нету этой мотыги? Надо будет посмотреть. Так, жена, где моя жена? Где моя жена? Вот она, да? Угу. Так, она мне дала немного воды. Ладно, подожди. У меня есть вам просьба. Не могли бы отнести эти деньги Кастельяну? Так, сообщите Геральду, что мы выполнили просьбу короля. Так, репутация династии изменилась на плюс 300. А, ну все, значит, задание выполнено. Все, хорошо. Что мы имеем? Мы имеем репутация династии и строительство также осталось. Ну ладно. Ладно. Мне интересует один момент. Эта дама должна была уже высадить морковь. Какие проблемы? Какие у нее проблемы? Каменный топор. Мотыга. Скорее всего, у нее проблема с мотыгой. Ладно. Поможем им в этом трудном деле. Точнее, не ей, а кузнецу. Так, деревянная мотыга. Деревянная мотыга. Ветки, бревно. Угу. Ветки и бревно. Ладно. Бревно. У меня уже сколько тут понатаскали? 46. 10 бревен и... Да, ветка одна. Ладно, сейчас пособираем. Ветка это не проблема. Заодно наведем порядок на территории поселения. Да, скорее всего, получается, что у меня мотыги не было, вот она и не работает в связи с этим. Ну, сказала бы, что. Подошла бы, сказала, у меня нет мотыги, мне нечем работать. Делов-то. Проблему нашла. Так, а кстати, каменную мотыгу, почему бы нет? Она же будет лучше работать. Дольше. Попробуем каменную сейчас. Пойду в кузницу, сделаю каменную мотыгу. Заодно тут поубирать мусор всякий. Камни, ветки, палки. Ага. Ну, как-то так. Так, кузница, верстак. И что у нас? Каменные инструменты. Годится. Можем 2 мотыги, 2 каменные. Я думаю, ей пока хватит. Более чем. До весны ей хватит. Спахать одно поле. Точнее, 5 полей. А где-то сделаем еще. Сейчас я ложить не буду. Сейчас схожу поспать. Все живы-здоровы? Что там пьешь?
Я пошел спать. Все, всем пока. Все, спать пришло утро, следующий день. 2 мотыги я кладу обратно в склад. Не хочу проверить, по какой причине она не выполняла свои должностные обязанности. Так, мотыга, каменная мотыга, 2 штуки передать. Ну и медный серп. Кстати, да. Вот. Мотыга на складе есть? Есть. Все. И теперь надо будет понаблюдать. Скорее всего, у него была проблема в мотыге. В инструментах. Значит, что мы имеем? Поле с луком, будущее. Поле с капустой. Свекла. Морковь. Все основные необходимые ингредиенты для приготовления основных, самых простых блюд. Так, что-то я еще хотел. Тут все нормально, все хорошо. Вот эту часть надо было как-то переделать. Наверное, правильнее было поставить сюда бы склад. Поставить сюда склад. Заодно качать навык. Каким образом? Да простым. Берешь инструмент, необходимые ресурсы, подошел к верстаку и начал качать. Допустим, на тех же самых ножах. Изготовляешь ножи, прокачиваешь навык, потом их продаешь. Милое дело. Так вот. Чего вы тут еще сидите? Чьи гоняете? Давайте посидим с вами. Значит, что мы имеем? Мы имеем дровосек. Мы имеем люди, которые приносят камни, работают землекопами. Есть охотник. Есть повар. Так, вот, все. Наблюдаем за ней. Есть повар. Есть водонос. Есть кузнец. Самое необходимое есть. Не хватает еще людей. Еще необходима лавка травника. Так, ну вот. Надо посмотреть. Вот они сейчас подходят, переодеваются. Так, это пошла к своему станку. А это пошла обрабатывать поле. Вот и вся причина. Причина была в том, что у нее не было инструмента. Просто-напросто. Вот. Уже, по идее, морковка должна была давно быть посаженная. Вот. Молодец. Выдам тебе премию. Да, по-любому. Посмотрим, что мы можем построить. Так, шахта. Недостаточно уровня технологии. Колодец есть. Хижина травника. В принципе, хижину травника можно уже построить. Хижина травника 2-го уровня. Так, ясно. Охотничий домик. Охотничий домик 2-го уровня. Есть, построен. Рыбацкая хижина. Надобностей пока не вижу. Что я хотел? По сельскому хозяйству. Животноводство. Свинарник я уже могу построить. Но опять-таки для свинарника необходим корм. Для свиней, для животных необходим корм. Корм у нас добывается, изготавливается из соломы и зерен, по-моему, овса. То есть, прежде чем заводить живность, нужно позаботиться о том, чем ее кормить. Так, значит, надо подумать. Стоит ли сейчас этим заниматься? Во-первых, поля для овса
Надо сначала сейчас посмотреть, что тут нам необходимо. Верстак. Корм. Корм. Овсяное зерно и ржаное. То есть овес и рожь. Ну, солома у нас будет добываться землекопами раз и после убора пшеницы. То есть поле с овсом и поле с рожью. Вот так вот надо запомнить и подумать. Опять-таки там нужен еще один человек сюда, в амбар. Так, а чтобы улучшить амбар, что мне нужно? Так, постройки. Амбар второго уровня. Уровень технологии. Технологии. Давай смотреть, что у нас с технологией. Так, пища, наследник, инвентарь, как-то управление, квесты, ресурсы, времена года, навыки, технологии. Так, чтобы ваше поселение процветало, необходимо развивать технологии и открывать новые схемы создания предметов. Это можно сделать при выполнении следующих действий: строительство, вырубка деревьев, добыча полезных ископаемых и глины, возведение построек, выживание, охота на животных, установка ловушек и рыбалка, сельское хозяйство, вспашка, удобрение полей, посев, убор урожая, доение животных и стрижка овец, ремесло, изготовление предметов и приготовление пищи. Так, ладно. В принципе, приготовление пищи, изготовление предметов более чем мне больше по душе. Так, давай пойдем в житницу. Что мы имеем? У нас есть жареное мясо. Кстати, пропадает. Но оно не пропадет, оно превратится в гниль, а гниль потом заберет работник амбара, сделает удобрение. Морковь есть, мясо, свекла, сушеное мясо, это нам не надо. Значит, свеклы почему-то очень много. Вот эту часть нужно будет забрать, поскольку она уже портится. Да? 37,5% состояния. Скоро сгниет. А мясо. Ну, половину заберем. Чтоб работник без работы не оставался. Вот. И что еще? Нужны же чашки, да? Чашки. Сейчас сбегаем на кухню, посмотрим рецепт. Так, мать, отойди. Котел. Ты лучшая жена на свете, ты сильно обезвожен, на тебе воды. Ну, спасибо, сейчас. Она мне целое ведро дала, я тебе что, конь, что ли? Ладно, хорошо. Спасибо. Я пошел тут приготовить кое-что. Значит, у меня есть свекла. У меня есть свекла, мясо, морковка. В общем, мне нужна деревянная чашка. Деревянная чашка у нас изготавливается в мастерской. Вот эта дама их изготавливает из бревен. Идем на склад, смотрим, что у нас с чашками. Чашки. Так, ведро с водой. Чашки. Так, вот, чашки есть. Хорошо. 130 чашек забираем. 130 чашек. Мне что-то кажется, что вот эта дама просто не справляется. Каменная жаровня. Нет, мне не нужна каменная жаровня, мне нужен котел. Вот, и делаем суп. Вот это суп. Супа можем сделать 14 порций. Вот давай, занимайся. В перчатках пришел с леса и пошел варить суп. Нормально, чё. Хоть бы снял бы их. Так, 14 суп. Что мы в итоге получили? В итоге получили мы... Что я хотел? Сельское хозяйство, амбар, значит. 345 уровень технологии.
346. 346. Сколько было, я не обратил внимания. Ладно. Несем обратно. Люди. Супчика. Прямые поставки. Так, свекла, мясо. Нам не хватает мяса, да, для следующего блюда. Мясо, 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 мясо. Мясо 55. Заберем. Заберем. Мясо, свекла и... Чего? Чашка. Все есть, пойдем делать еще. Просто ради эксперимента проверить, как работает. Так, сельское хозяйство. У меня уровень технологий 346. Сейчас посмотрим, правда ли на этом деле можно развить уровень. Так, каша нет, супы. Опять 14. Ну ладно. 14 так 14. Так, что мы имеем? 347. Было 346. Как-то вообще никак. Ладно, я возвращаю все обратно. Пойдем проверим работу работников сельского хозяйства. Что ты тут делаешь у меня? Ты удобрила поле. Ты его сейчас вспахала. Потом посадишь лук. Хорошо. А здесь? А здесь чего? Может тебе помочь, дама? Давайте я помогу. Заодно покачаю. Так, надо камни сделать себе мотыгу. Нормально, что? Пошел рядышком, понабрал материала, сделал себе инструмент. Ветки, ветки. Камень, камень. Так, а я могу отсюда сделать? Так, это что у нас? Бревно надо будет в любом случае. Бревно где-то я видел. Тут нет бревна. Так, каменные инструменты, каменная мотыга. Камни есть, мне нужен один бревно. Нужно одно бревно. Пойдем за бревном. Ты есть хочешь? Так, ресурсы, бревно. Одно. И что у нас по инструментам? Бронзовый топор есть. Деревянная лопата. Деревянный молоток 2. Железная лопата. Так, каменная мотыга 1 осталась. Каменный топор есть. Серп. Угу, топоры есть. С ножами. Проблема с ножами. Проблема явно с ножами. Значит, кузница. Кузница, кузница. Кузнеца. Каменный нож 15%. Наверное, доводим это все дело до... Каменная мотыга. Вот каменный нож надо повысить. Приоритет. До 30, наверное. До 30. Каменный топор повышаем. 12. 12. Так, деревянная. Можно было ему, в принципе... А, нет материалов, ветки. Пусть. Пускай будет еще деревянная мотыга. Как резервный вариант. Острога. Рыболова у нас нету. Медный слиток, дубина. Деревянная лопата. Это все потом.
Так, все, пойдем делать мотыгу. И немножко поработаем в поле. Зимой. В поле. Так. Вальдемар, пойди погуляй. Я тут буду себе мотыгу делать. Так, мотыга есть. И заодно проверить, сколько у нас тут стало. 351. Значит, получается... Получается, что... Инструменты делать выгоднее. Ладно, где моя мотыга? Пойдем пахать. Каменная мотыга. Экипировать. Да вот место остроги. Мотыга. О, какая у меня мотыга. Ага, все, работает. Все, пойдем поможем. А то я тут на нее наезжал, что она не работает. Стоит, а у нее просто инструментов нету. Надо бы покушать что-нибудь. Вот так вот мы с тобой вместе сейчас как забахаем. Будет урожай. Ну, давай, сама справишься. Ну, как видишь, я раз, и все, и готово. Так, и что у нас получается? Сельское хозяйство 356. Было 351. Это что, можно взять вот тут вот 16 на 16 и пахай его. Каждый сезон. Повышай уровень. Тоже вариант, кстати. Так, все, это есть, там дальше сама справишься. Я пошел на обед. Водонос, ты работаешь? Работает. Молодец. Молодец. Так, что б такое перекусить? Что б у вас перекусить? Жареное мясо, жареное мясо. Это скоро пропадет. Скоро пропадет. Капуста есть, морковь, мясо, свекла. Суп 22. Ну это что я наделал? Пожевать сушеного мяса? Почему бы нет? Тоже вариант. Все. Хорошо. Хорошо. Ты в курсе, что она может упасть? Как раз на мою хату. Долбишь мне тут. Ладно, долби, долби. Вот такие вот дела. А, кстати, у меня есть еще одно задание. И вот тут. Где оно? Еще одно задание появилось. Не вижу где. Где сидит гонец, посол? А, и тут, кстати, у кого-то еще из моих есть какая-то хотелка. У кого? У кого? Кто что хочет? Кто-то что-то хочет. Кому-то что-то нужно. Кто что хотел? Лесоруб. Ты что хотел? Так, здравствуйте, могу вам помочь чем-нибудь? Мне так холодно, но могли бы принести мне теплую одежду. Ты не опыл, друг. Я могу научить вас кое-чему в выживании, если вы, конечно, сделаете это для меня. Я принесу вам немного теплой одежды. И чего тебе надо? Теплую одежду. Что надо принести? Меховые сапоги?
Меховые сапоги. Ха. Меховые сапоги. Ну, пойдем посмотрим на складе, что у меня есть. Там какие-то были меховые. Ну, я же тебе свои не буду давать. Сейчас разберемся. Чего-нибудь сейчас сделаем. Так, что у нас на складе? С одеждой. Дворянские брюхо меховые сапоги. Пожалуйста, получите. Сейчас все будет. Так. А ты... Ты куда ушел? Вот скажи мне... А, ну да. Подожди, ты не тот. Кому сапоги нужны были, Ты куда делся? Ты куда делся? Ты ушел прямо туда вот, к ручью. Ну пошли. Пошли тебя искать. А сейчас еще проверю, может ты устоишь в сапогах, тебе еще одни сапоги нужны. Хитрый. Где-то ты вот тут лазишь. Где я тебя видел только что? Подожди. А где тебя видел только что? Ты за мной стоишь. Вон ты где. А, ну правда, ты ходишь в кроссовках. На. Вот тебе сапоги. Спасибо большое. Да без проблем. Без проблем. И что мы с этого поимели? Что мы с этого поимели? Репутацию поимели. И к... Чему? К выживанию, да, по-моему, там что-то. Бонус к выживанию. Да. Бонус к выживанию. Все, хорошо. Так что вот такие вот дела. Ну что, в следующей серии, наверное, я продолжу. Поговорим с Алвином. Завершим, наверное, его историю. Его сюжетную линию. Спасибо всем, кто смотрел. Подписывайтесь, ставьте лайки. Будет много интересного. Пока-пока.